Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание вещам, о которых никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя рассказывать никому. Почему это так и что это за такие вещи, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях напишите «принимаю» и «благодарю», а также поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также узнают эту важную и ценную информацию. Вы знаете, на пути к нашему счастью, к изобилию, достатку нас, каждого из нас встречает много ловушек, много всевозможного искушения, которые и мешают добиваться нам успеха, добиваться нам изобилия, благополучия. И порой эти ловушки, к сожалению, мы расставляем себе сами. Поэтому, если каждый из нас научится держать именно это в тайне, о чем пойдет далее речь в этом видео, то каждый из нас может стать действительно немножко счастливее, немножко удачливее. Это как минимум. А вообще все зависит от каждого из нас. Итак, о чем же нельзя никогда никому рассказывать? Первое – это болезни и всякие ваши недуги. Все, что связано с вашими болезнями или болезнями вашей второй половинки, все, что касается вашей семьи, ни в коем случае не рассказывайте о подобных проблемах на работе и в кругу друзей. Вы, конечно, зададите вопрос, почему нельзя рассказывать. Во-первых, негативные темы отталкивают окружающих. Во-вторых, такими разговорами вы можете помочь своим недоброжелателям и энергетическим вампирам. Это тоже ни к чему. И также третий вариант – это когда ваше руководство знает о том, что у вас кто-то болеет в семье. А значит, человек этот понимает, руководитель, топ-менеджер, понимает, что вам деньги сейчас нужны как никогда. А соответственно, он может манипулировать вами, давать вам больше работы или говорить о том, что в скором времени будут сокращения, увольнения и так далее. Поэтому единственное, кому стоит обязательно говорить о своих болезнях, о каких-то недугах, так это врачу. Все остальные люди, которые вне находятся вашего дома, не должны знать, что происходит с вами и что происходит в вашей семье, как бы вам не было тяжело и сложно. Далее, о чем не надо еще рассказывать, о своей личной жизни. Не стоит об этом разговаривать. Точнее, знаете, наверное, немножко нужно по-другому сформулировать. Говорить можно, но не стоит вдаваться в тонкости и в подробности. Потому что порой полезно бывает узнать, что о ваших действиях, например, думают родители или думают друзья, которым вы доверяете больше всего. Ведь иногда совет действительно мудрого человека бывает каждому из нас очень необходим. Но если подробно рассказывать о личной жизни и о своей любви посторонним, они могут начать просто распространять о вас сплетни. При этом они, не понимая всей ситуацию, начинают рассказывать свои сказки. А это вам точно совершенно не нужно. Кроме того, ваши враги, завистники, недоброжелатели могут наслать на вас порчу, сами того даже не подозревая. Далее, о чем не нужно еще рассказывать, это о своих финансах и о своей работе. Об этом не стоит вообще рассказывать никому, потому что все, что связано с вашей работой, с вашими делами, какими-то проектами, также деньгами, долгами, кредитами, должно обязательно оставаться в пределах семьи или, возможно, даже супружеской пары. Ни в коем случае не говорите посторонним людям, сколько у вас денег, например, в банке, на депозите, каких-то накоплений. Про рабочие моменты тоже лучше не распространяться, потому что информация может дойти до людей, которые готовы вам насолить в самый неподходящий момент. Поэтому работа, финансы должны быть вне доступа посторонних. Потому что один раз рассказав о том, например, сколько зарабатывает ваш муж или наоборот ваша жена, вы таким образом рассказываете полностью о своем достатке. Или, например, бывает очень часто так, что, допустим,
родители какие-то известные великие люди, да, и вот начинается всевозможная зависть, всевозможная злость. Этого не должно быть. А чтобы этого не было, нужно поменьше рассказывать, поменьше нужно показывать, что у вас есть или что вы покупаете, на какие вы деньги живете, какие продукты вы покупаете, в каких даже магазинах. То есть старайтесь поменьше об этом рассказывать, потому что люди, они такие существа, которые хотят знать и всегда кому-то почему-то завидовать. При этом завидовать им без разницы кому, вам или вашему соседу. Но когда они видят, что они не могут иметь то, что вы имеете, но вы имеете это ввиду, возможно, каких-то определенных причин. Ну, например, вы получили наследство, или вам бабушка деньги подарила. Бывает же такое, бывает. Но люди этого не понимают и начинают завидовать. А зависть – это ужасное дело. Оно уничтожает все и всех на своем пути. И вы, наверное, каждый из нас, кто слушает это сейчас видео, неоднократно попадали в такую ситуацию, что человек вам позавидовал, вы рассказали от чистого сердца, этот человек вам позавидовал, и в какой-то момент у вас начали происходить проблемы. Знаете, как только начинают происходить у вас проблемы, при этом, которые не зависят от вас, знайте, это как минимум зависть, и как минимум люди наносят на ваше биополе, вашу энергетику негатив. Далее, что не нужно никогда рассказывать о ваших мечтах, о ваших планах и ваших амбициях. Поэтому именно эта информация должна быть всегда закрыта. Знаете, как вот в сейфе она лежит под замком, под ключом, ключ только у вас, никому другому мы об этом не рассказываем, потому что ваши мечты, ваши планы, желания – это очень важная часть жизни каждого из нас, особенно тех, кто действительно что-то делает для достижения каких-то своих целей. Если кто-то узнает о ваших идеях, о ваших планах, он может даже без вашего разрешения дать оценку вашим планам и, возможно, даже каким-то амбициозным задачам, сказав: да зачем тебе это нужно? Тю, ерунда какая-то, да? Таким образом, человек может привести вас к каким-то сомнениям. И, что немаловажно, у вас потеряется мотивация и уверенность в своих силах, что вы можете это сделать или этого достигнуть. Поэтому никогда, никаких при обстоятельствах не рассказывайте посторонним о том, чего вы желаете добиться в обозримом будущем. Потому что они могут посмеяться над вами, а для некоторых людей это может быть действительно стать настоящим кошмаром. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Будьте осторожны, когда вы пытаетесь с кем-то поделиться, похвастаться, рассказать о своих достижениях. Бывает часто так, что даже родители не должны знать, от чего вы достигаете в жизни, потому что есть даже родители, которые, к сожалению, или наоборот дети, не рады за те успехи и достижения, которые достигаются. И это очень жалко. Поэтому давайте все то, что мы с вами имеем, хорошее, доброе в жизни, будем держать при себе, чтобы это не сглазили и не увели у нас.